Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как восстановить обгрызенные ногти? Одним из способов поделюсь в данном видео. Поехали! Сегодня у нас на видео ручки молодой девушки, школьницы 11 класса. Вот такие обгрызенные ногти, которые предстоит преобразить. У нее очень сильно стелется кутикула. Из-за этого она натягивается, трескается, прорастает капиллярами. В общем, неприятные последствия сегодня необходимо будет устранить. Кстати говоря, над кутикулой мы видим красную область. Это опять же свидетельствует о том, что близко располагаются капилляры. Да и вообще в целом с такой кутикулой стоит работать очень бережно и осторожно. Сначала мы приподнимаем кутикулу апельсиновой палочкой, раскрывая карман. И уже даже на этом этапе могут быть ранения, если неправильно выполнять раскрытие или, например, если использовать не тот инструмент, неподходящий. Например, неудобной формы пушер, либо лопаточку, которой можно повредить кутикулу. Поэтому одно из самых безопасных – это использовать апельсиновую палочку. Ручки у моей модели влажные, поэтому для того, чтобы их подсушить, будем использовать маникюрный тальк. И еще один лайфхак для того, чтобы зачистить птериги на такой стелющейся кутикуле. Рекомендую использовать безопасную насадку. И когда я начала ей работать по ногтевой пластине, я просто удивилась. Вот это вот все, что счищается, беленькое, это птериги. Представляете, он стелится реально наполовину ногтевой пластины. Я в своей практике впервые встретила настолько стелющиеся птериги. Преимущество безопасной насадки в том, что она не пропиливает ногтевую пластину, а именно счищает его. То есть то, что мы видим белое, это именно не ноготь, а действительно кожа. И теперь, чтобы упростить себе задачу обработки, я срезаю кутикулу, которую вижу, та, которая мешает, а затем уже будем углубляться и делать маникюр более чистым, потому что вот этот кармашек, так сказать, юбочка, которая нависает, она закрывает нам обзор и неудобно прочистить глубже. Теперь насадкой пламя дочищаю боковые пазухи, синусные повороты, а также убираю некоторые заусенцы, зашлифовывая их. Они достаточно большие, то есть кожа трескается, и за счет того, что ручки влажные, они продолжают таким образом рваться, разрастаться. Короче говоря, нужно их хорошенечко зашлифовать. Но если большие заусенцы не зашлифовываются, в таком случае их можно срезать. По центру кутикулы я не решилась обрабатывать алмазы насадкой во избежание ранений. Особенно если используете насадки с острым носиком. То есть буквально прорабатываю только синусные повороты и боковые пазухи. А вот по центру поработаем с кутикулой силикон-карбидным шлифовщиком. Он также работает очень деликатно. Он позволяет зашлифовать заднюю стенку кутикулы, благодаря чему можно аккуратно выполнить обработку. А вообще, пока я выполняла этот маникюр, у меня была такая ассоциация, что я работаю как по минному полю, что вот-вот и где-то меня ожидает какой-то подвох, и я могу случайно ранить клиента. И, честно говоря, не помню, но, по-моему, все-таки где-то один ноготочек да я цепанула. Ну, со всеми бывает, что тут говорить, со мной тоже бывает. И теперь после этого этапа мы можем еще раз срезать кутикулу. Тут я прям была максимально сконцентрирована, сосредоточена и работала в контакте со своей моделью. Постоянно у нее спрашивала: все ли в порядке? Тебе не больно? Если больно, обязательно мне скажи, потому что это очень важно, мне страшно тебя поранить. Местами, конечно, было больновато, поэтому я полностью до конца ножнички не закрывала, а закрывала их только до серединки. И вообще, работая с такой сложной кутикулой, да, она действительно сложная для многих мастеров, нужно понимать, что результат не будет вот стопроцентным чистым, идеальным, каким-то роскошным, подкутикульным и так далее. Мы с вами делаем просто чистую обработку. Я постаралась сделать максимально все, что от меня зависело. Для того, чтобы покрытие держалось хорошо на этих ручках влажных, я после обезжиривания наношу кислотный праймер. Его только нужно наносить очень аккуратно, избегая касания с кожей. Для подложки использую кислотную базу, которая тоже должна дать хорошую сцепку, потому что часто на таких влажных руках плохая сцепка и материал зачастую отслаивается.
Я долго думала, каким способом мне выполнить наращивание на этих ручках. На нижние формы, верхние формы. Но такие способы моделирования у меня уже есть на канале. А вот этот способ с применением гелевых типс у меня еще нету. Поэтому я выбрала его. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. Итак, расскажу вам историю, которая произошла у меня с данной моделью. И это был достаточно интересный случай. Сейчас объясню почему. Первая. Моя модель, молодая девочка, амбициозная, она хотела себе длинные ногти. Я начала объяснять, что на такую короткую ногтевую пластину ни в коем случае нельзя делать большую длину, так как просто она сломается, либо просто ноготь вырвется, и это приведет к тому, что будут печальные последствия, например, отхождение ногтя, анихолизис. Ей, кстати говоря, понравились вот эти прозрачные типсы, она вообще хотела всю длину оставить. Говорит, можно мне сделать вот такие длинные ногти? Я прямо о них мечтала. И, конечно, я сказала о том, что мы просто не можем сделать такую длину, потому что мало того, что это небезопасно, во-вторых, меня не поймут начинающие мастера, почему я вообще могу показывать такую большую длину на коротких ногтях. Поэтому кое-как мы договорились о такой длине. Я, конечно, видела разочарование в ее глазах, что она хотела гораздо больше. То есть вот вся длина типс ее вполне бы устроила. Но мы договорились на такую оптимально безопасную. В таком случае лучше, конечно, выполнять наращивание 1 к 1 максимум. То есть длина свободного края должна быть такой же, как и длина натурального ногтевого ложа. Мы постарались сделать приблизительно такую, но у нас, конечно, слегка подлиннее вышла длина. Но что поделать, я старалась удовлетворить и ее запрос, чтобы она совсем расстроена от меня не ушла. И, соответственно, чтобы вам показать, как необходимо это делать. Подытожим. Тут нужно работать в контакте со своим клиентом. Если, конечно, он хочет большую длину ногтей и понимает все риски, несет за них ответственность, и с его стороны не будет в дальнейшем никаких замечаний и возмущений, возможно, тогда можно выполнить большую длину и наращивание. Но в нашем случае, как вы поняли, это было недопустимо. Как считаете, правильно я поступила, отказав ей в большой длине, или все-таки мнение клиента – это закон, и мы должны делать так, как он нам велит? А тем временем мы опилили ступенечку в зоне кутикулы, придали форму свободному краю, миндали, для того, чтобы визуально сузить ногтевую пластину. И теперь нам нужно достроить архитектуру, потому что сейчас ногти плоские и недостаточно материала на наивысшей точке, на апексе. Для этого использовала молочную базу и положила совсем небольшой тоненький слой. Знаете, в жизни эти ногти, они выглядели гораздо миниатюрнее и аккуратнее. Сейчас я смотрю на видео, и кажется, что они какие-то широкие, даже объемные. То есть, действительно, камера, она немного увеличивает объемы. Уже не в первый раз такое замечаю. У моей модели на пальчике было очень красивое колечко в стиле опала, поэтому мы решили выполнить покрытие такими блестящими гель-лаками с красивым блестящим эффектом. И тоже модель хотела абсолютно все ногти разные. Кое-как мы договорились на чередование цветов. В общем, ей хотела все и сразу. Понятное дело, когда у тебя нет ноготочков, они короткие, хочется все. И цвет, и блестки, и большую длину, и наклейки. В общем, я ее потихонечку, аккуратно тормозила, как могла. И сюда лучшим решением было добавить какие-то минималистичные наклеечки. Мне кажется, они хорошо подошли друг к другу, сочетались, но мы тоже их очень тщательно выбирали, потому что она хотела и рукописные надписи, и прямые надписи, и такой стиль, и другой. Все-таки хотелось бы это подбить к единой картине. Как-то так. Результат нашего преображения, как считаете, удалось ли нам оно? Пишите об этом в комментариях. Смотрите на канале другие видео с преображением обгрызенных ногтей. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!